Поздравляю! Сегодня так-то выходной. Так-то сегодня выходной. Офис сгорел, шеф в отпуске. Так что вставать все равно не надо. Ну а так, если никуда не спешим, сегодня целый день смотрим канал Майер. У меня 240 видео, это хватит вам на 4 дня просмотров. Ну и выпуски у меня 2 раза в неделю. Много уделяю внимания электронике, самоделкам, распаковкам, обзорам. Не забывайте в конце видео подписаться и поставить лайк. Лайк — это спасибо автору за труд. Не забываем. Смотрите, у меня такой еще посылки не было в такой упаковке. Китайцы каждый раз что-нибудь новенькое изобретают. Мне это нравится в принципе. Я сейчас вам покажу. Смотрите, это пенопласт. Это пенопласт, крышечка снимается. Опа! Красота! Я вообще доволен такой упаковкой. Какие-то 2 модуля, да, и так хорошо упакованы. Красота! Ставим лайк китайцу за упаковку. Молодец, 5 звезд. Теперь внутри мы видим опять упакованы вот такие пакетики, да. Открываем один, достаем, смотрим. Я в начале видео расскажу вам характеристики, потом проведу подключение, все это мы подключим и сделаю экстремальный тест, испытания, значит. Покажу все как в работе, как подключать, все будет в этом видео. Ну и всегда помните, у вас есть возможность в комментариях написать, у меня спросить, если я вдруг что-то упущу. В общем, по характеристикам здесь можно сразу сказать, это понижающий DC-DC преобразователь. Он работает по принципу, ну как диммер, только тут постоянный ток присутствует. Так, рассмотрим комплектацию, значит, сам модуль. Здесь еще в этом пакетике вот такая ручка хорошая, потенциометру. Крепеж. Это крепить вот сюда ножки можно вот так вот, видите, одевается куда-то на плату, очень удобно, и она съемная получается. Вот такие пластиковые ножички. Ну, а выглядит вот таким образом. Вот у меня есть для примера, вам покажу. Вот, видите, вот так вот на плате можно где-то установить на эти ножички, и все это можно снять потом. Размеры я вам сейчас сразу скажу. В действительности он небольшой, компактный, 6 сантиметров, ширину 4 сантиметра ровно и высоту 2,5, если с ножками 3,5. Сама плата выглядит, значит, вот здесь у нас контактная группа, здесь плюс-минус, здесь выходная группа, все это можно закручивать отверточкой, очень удобно, вот эти площадочки, коннекторы. Вот такой вот дроссель здесь находится. Кстати, этого дросселя вполне хватает. Он не гудит при работе, при максимальных нагрузках все выдерживает. Вот здесь стоит микросхема XL4016E1. Есть у него защита от перегрева, ограничение тока и короткого замыкания. Давайте посмотрим, на входе у нас конденсатор 50 вольт, 470 микрофарад. Что у нас на выходе, я не вижу. Но, наверное, такой же стоит. Так, чтобы не говорили, что Майер наврал, я сейчас выпаю и посмотрим, что там за номинал конденсатора. Наш же как? Допустил какую-то ошибку, оговорился, все, хана, виноват. Ну давай. Есть. 50 вольт, 470 микрофарад. Хотя по даташит идет на 25 вольт, 1000 микрофарад. Интересно. Так, а тот ли я выпал? Да, тот. Даташит врет, значит, а вот мои догадки оправдались. 5 вольт, 1000 микрофарад. Поэтому у меня вот появились подозрения, я отпаял, но мои предположения подтвердились. Подключил я к ESR-тестеру, и тут видно 470 микрофарад. ESR 0 сопротивления. Ну, хороший конденсатор, нормальный. Могу ставить на место. Ну, на обратной стороне у нас никаких элементов нету. Вот так все чистенько. Плата очень хорошо пропаяна. Все качественно. Здесь сайт продавца, значит, и присутствует реклама.
Очень надежно и хорошо сделано и выполнено. Тут прикопаться не к чему. Вот я хочу и докопаться не до чего. Так, отсюда мы видим, значит, у нас сдвоенный диод шотки. Каждый диод на 10 ампер под даташит. Ну и суммарно 20 ампер. Ну 10 ампер как бы на выходе он держит спокойно. Так, давайте теперь все это дело подключим. Плюс у нас как мы... Ну и так, ребята, магия кино, быстро я все собрал. Значит, вот это будет входное напряжение, измерять ток. И будем также по тестеру наблюдать, значит, сколько у нас ватт. У нас, я забыл сказать, на 200 ватт рассчитан данный китайский модуль. Ну, а это будут выходные характеристики. Здесь будем смотреть вольты и также амперы. Ну и подключил две лампы автомобильные в качестве нагрузки. Ну давайте произведем первое включение. Данный потенциометр имеет еще фишку в том, что отключает полностью в ноль. С таким вот щелчком, вот сейчас мы включаем и видим начальное напряжение. Составляет, ну может у меня где-то ошибается этот вольтметр, но 1,2 вольта от него и начинается. Очень чувствительный потенциометр. И мне напоминает эта процедура взлом сейфа. И настроить на нужное напряжение очень сложно. Кстати, потенциометр здесь на 10 килоом. Может, надо заменить просто потенциометр. Пишите, и какой поставить, рекомендуйте. Но сразу скажу, на нем 6 выводов. На этом потенциометре. Я в Китае заказал такого типа и немножко неудачно. Ладно, не важно. Так, это мы проверили, и теперь давайте включим нагрузочку. 5 ампер производитель обещает, будет работать стабильно долго данный преобразователь. Итак, ребята, вот 5 ампер выставил. На входе 2 ампера, на выходе 5 ампер. Попробую все-таки дать 10 ампер. Нет, идет ограничение, больше 10 ампер, больше 9 ампер не поднимается. Тогда ладно. Ну и в концовке давайте еще попробуем вот такой тест. 11, значит, вольт на входе, и на выходе давайте я замкну. Индикация горит. Так, замыкание произошло. Видим, все потухло, и потом опять включилось, все в работе. Видим? То есть защита от короткого замыкания присутствует. Так, чтобы убедиться, что все работает, давайте еще раз я включу нагрузку. Вот 5 ампер. Вот 5 ампер выставил, нагрузка работает. Оставлю, значит, это я все на столе минут на 10. И дальше мы замерим на радиаторе температуру. Так, ну прошло уже много времени, больше чем полчаса. Ну и давайте, значит, посмотрим на температуру. Первый радиатор у нас нагрелся до 80 градусов примерно. Так, второй радиатор, где диод стоит в шотке, ну также примерно, чуть поменьше. Конденсатор на входе 60 градусов, на выходе 60 градусов, дроссель где-то градусов 40.
Вот я прикасаюсь пальцем, ничего не обжигает. И напоминаю, если вам надо 8, а то и 10 ампер, то можно только радиатор увеличьте, площадь отвода тепла, и все будет путем. Сам по себе он довольно-таки надежный. 200 ватт это нормально. Где-то его использовать. Так, ну все это дело, значит, вырубаем. И как хотел я в конце вам показать, значит, что у меня здесь находится. Здесь я себе заказал. И думаю, вам будет не лишним. Такая же упаковочка. Так, открываем. Сим-Сим, откройся. Кто бы думал, что так можно упаковать неодимовые магниты. Да, ребята, это неодимовые магниты. Размер 5 на 5, недорого купил в Китае. Заказывайте, очень прикольная штука. На этом все, спасибо за внимание. Переходите на главную страницу, там еще много видео. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Все товары я покупаю с EPN и вам советую. Переходите, кто не установил себе, кэшбэк EPN номер 1. Это был Майер. Приятных покупок и быстрых доставок. Пока.